Девочки, привет! Сегодня мы с вами свяжем вот такую малютку, корзинку. Она будет с крышкой, крышка откидывается. Чем хорошо, что она не отдельно, ее лучше подшивать, чтобы крышка не потерялась. Значит, у меня как раз есть сейчас на заказы, и для чего можно, как их можно использовать. Значит, можно ватные палочки сюда положить, очень удобно, хорошо будет, и ватные диски. Ну, если что-то еще, там какие-то мелочи, в принципе, тоже можно. Ну, как вариант. Значит, что будет в этом видео? Значит, мы с вами будем вязать донышко бесшовное с бесшовным соединением. Переход одна к стенкам, тоже никаких швов не будет. Переход между ряда, от одного ряда к другому. Красивое завершение, закрытие последней петли. Крышечку саму свяжем с пимпочкой такой и сделаем с вами обвязку. Вот. Ну что, больше ничего не буду говорить, давайте начинать вязать. Поехали. Значит, нам понадобится моток трикотажной пряжи, можно уже начатый, крючок номер 8, ножницы и трикотажная иголка. Если ее нет, ничего страшного, можно обойтись без нее. Просто крючком взяв, можно этот же крючок, можно взять, удобнее, конечно, будет, если взять меньше по размеру. Значит, начинаем мы с так называемого кольца амигуруми. Берем нить на 3 пальчика, вот кончик, да, оборачиваем ниточку вокруг пальцев, делаем нахлест, обернули. Теперь вставляем под первую нить, захватываем вторую, выводим и хватаем вот эту петельку 2 пальчиками правой руки и освобождаем левую руку, наше колечко. Теперь берем рабочую нить, не хвостик, рабочую нить указательным пальцем, придерживаем вот эту петельку уже левой рукой, а крючок вводим под рабочую нить, захватываем ее и выводим. Получается у нас первый столбик. Таких нужно сделать 6. Первый мы сделали, его считаем. Теперь в колечко крючок, захватываем нить, выводим, захватываем рабочую нить, выводим. Второй столбик. Теперь в колечко захватили, вывели рабочую нить. Третий. Четвертый, 5, 6. Теперь тянем за наше колечко, оно у нас уменьшается, затягивается, хорошо тянем. Так, выводим петельку, освобождаем крючок, вывели. Тянем еще, чтобы у нас хорошенечко, только сильно прям не тяните, потому что можно тоже порвать. Значит, потянули, колечко у нас затянулось. Теперь мы вставляем, значит, у нас идут вот вверху такие косички, да? Под первую косичку мы вставляем крючок и выводим нить на изнаночную часть. На изнанку. Так, распрямляем, вывели, так, вот она у нас на изнанке. Теперь мы ее делаем немного поменьше, эту петельку, то есть тянем за рабочую нить, сделали поменьше. Теперь мы должны найти первую косичку. Вот она, вот здесь, вот они идут, такие у нас лепесточки. И прям в лепесток нам нужно попасть крючком. Будет туговато, но нужно это сделать. Вот. И сделать в раскол, потому что мы будем вязать все в раскол галочками. Вот, то есть у нас первая, вот она, с одной стороны нить, и вторая, с другой стороны нить. Надеваем теперь вот эту петельку, захватываем рабочую нить и выводим на лицевую часть. Это получается у нас бесшовное соединение. Мы теперь делаем петельку уже второго ряда,
да, захватываем рабочую нить и выводим, да. Теперь нам нужно сделать прибавки. В каждую вот такую галочку мы будем вязать 2 галочки. То есть одну сделали, вторую мы провяжем, когда уже будем заканчивать наш круг. Так будет немного поровнее. Но опять же, мне так кажется. В принципе, можно делать и сразу же по 2 прибавки сюда. Так, значит, теперь мы в следующую, да, вводим косичку и делаем в раскол. То есть нам нужно, чтобы здесь у нас, да, как вы помните, что наша галочка, простите. Вот, значит, захватили рабочую нить, вывели, захватили рабочую нить и провели. Теперь еще раз сюда же вставили крючок, раскололи, смотрим, вывели, захватили и вывели. Так, теперь это у нас столбики без накида делаем. Ну, значит, поехали. В каждый столбик по 2. Захватили. Так. По 2. Следующее. Только, ну, обращайте внимание, чтобы здесь было в раскол. Так, теперь еще здесь 2. Можно распрямить немножко. Так, сюда 2. Распрямляем, тянем. И вот мы подошли к месту, да, где у нас должно было быть 2 столбика. Мы, значит, сюда, здесь тугое место самое, вводим крючок и выводим наш второй столбик. Значит, вывели второй столбик. И видите, у нас здесь дырочка немного подрастянулась. Так, чуть-чуть здесь петельку побольше сделаем. И у нас осталась вот ниточка, да, которая у нас, которую потом будем прятать. И мы немножко сейчас ее подтянем. И, соответственно, здесь у нас затянется наша дырочка. И видите, вообще нет ее. Да? То есть вообще ее не видно. Так, ну что, давайте делать соединение. Так же самое соединяем, да, бесшовное соединение. То есть шовчик будет только внутри. Ну, на таких маленьких корзинках его совершенно не видно. Значит, берем на крючок, цепляем и выводим на изнанку. Сейчас вот поправляем наше вязание. Поправляем. Так, вот вывели. Чуть-чуть поменьше его теперь делаем, эту петельку. Вставляем в раскол опять же. Вот с изнанки раскол. Надеваем эту петельку, подзатягиваем. Захватываем рабочую нить и выводим ее на лицевую часть. Теперь захватываем нить рабочую и получается у нас вот такой 3-й ряд. Столбик уже 3-го ряда. Здесь мы будем вязать так. Здесь 2 прибавки, потом 1, потом 2, потом 1, то есть через одну. Значит, здесь будет 2 прибавки, но мы ее свяжем, когда уже будем заканчивать наш ряд. Соответственно, здесь будет 2, следующую 1, так, 1 столбик точнее, следующую 2 будем вязать.
Теперь 1. Теперь 2. Один. Так, у меня не в раскол получился, я уже вижу. Так, смотрим, чтобы здесь в раскол было. Значит, там у нас было 2 прибавки, да, 2 столбика, здесь 1. Следующее 2. Теперь 1. Следующий 2. Один. Скоро уже подойдем к соединению. Здесь будет 2. Один. И сюда вот как раз нам нужно второй столбец провязать. Провязали. Значит, все, мы сделали 3 ряда. Для маленькой корзинки этого достаточно, какую мы с вами вяжем, соответственно. Значит, теперь нам нужно с вами перейти к стенкам, да? Но перед этим вы можете пропарить донышко. Сначала мы с вами, можно иголочку взять, трикотажную спрятать, можно крючком. Ну, иголочка удобнее. То есть прячем наши кончики под ближайшие петельки. Значит, я это сейчас делаю крючком. Можно сделать, повторюсь, трикотажной пряжей. Для трикотажной пряжи иголочкой. Значит, сюда спрятали. Просто идем по ближайшим. Можно вот сюда, вот эту петельку завести. Под эти пройтись. Под эти. Под эту, в принципе, я думаю, еще чуть-чуть достаточно. Узелков я никаких не делаю. Все. Теперь обрезаем. Обрезали. Можно ручками распрямить. Я сейчас пропаривать не буду. Пойдем дальше. Вы можете пропарить донышко, оставить его. Ну, смотря какая погода. В принципе, у меня летом быстро они высыхали. И сами корзинки быстро. Если прохладно, ну, где-то сутки будет сохнуть. Если лето, там, тепло, то где-то 2 часа. Ну, быстро достаточно. Вот. То есть у вас должен быть равномерный круг получиться. У меня он ровный, сейчас я пропаривать, повторюсь, не буду. Вы, значит, можете пропарить, положить сюда мокрую тряпочку и утюжком вот так вот пройтись. С одной стороны, с другой, либо только с этой. Вот, петельки распрямятся, дно станет еще более ровным. И оставить сохнуть. Либо можете просто не класть тряпочку, а не прикасаясь утюгом, паром пройтись, и все. Значит, как мы переходим к стенкам? Значит, заводим, вот у нас косичка, да, заводим под нее, да, опять же выводим наизнанку. Делаем эту петельку поменьше. Теперь, вот видите, у нас вот такие изнаночная сторона идет, да, вот они такие. Петелька, изнаночная сторона петли, вот они идут.
такие черточки, так скажем. Вот. И вот у нас нить здесь рабочая и рядом, да, вот. Сюда мы вводим в нее, захватываем рабочую нить, выводим, получается вот петелька. Теперь вставляем под ту петельку, которая у нас была, и выводим через 2 петли. Получается у нас вот столбик стенки, да? То есть это мы сделали переход от дна к стенкам. Теперь будем делать первый ряд стен. Так звучит, стен. Значит, ладно, дальше вставляем, вот косички у нас идут в косичку, и захватываем вот эту заднюю часть петли. Захватили, вывели, захватили рабочую нить и вывели. И так мы провязываем до нашего соединения. Значит, в косичку захватываем, не забывайте захватывать стеночку, да, заднюю петли, так у нас не будет дырок. Вот, поэтому обязательно захватили стеночку. И вот так вот мы ведем до конца ряда. Таким способом. То есть вот здесь у нас, видите, не будет никаких дырочек. Поэтому и нужно захватывать вот заднюю часть петли. Вяжем. Старайтесь на одинаковую высоту петельку делать, чтобы петли были одинаковыми. Соответственно, будет все это смотреться ровнее. Значит, хочу еще обратить внимание, да, некоторые выводят сразу вот так вот в 2, да. Я тут вычитала, что ровнее, когда начинала вязать, сначала провязать одну петельку, а потом сразу в другую. Значит, скоро мы уже подойдем к соединению. Вот. Мы наши стеночки выравниваем, уже формируем. Сейчас я петельку побольше вынула. Так, формируем стеночки. Все руками сформировали. И делаем сейчас переход от одного ряда к другому. Опять же, бесшовная. Шов будет у нас виден только внутри. И то он небольшой, аккуратный. Значит, под первую верхнюю косичку вводим крючок, надеваем петельку, выводим наизнанку. Теперь в первую петелечку вставляем крючок в раскол. Здесь смотрим, чтобы у нас, как обычно, чтобы расколола. Захватываем рабочую нить и выводим на лицевую часть, да. Захватываем вторую петельку, и получается у нас петля уже второго ряда. Далее идем в раскол. Значит, в петельку выводим, потом опять в петельку, захватили рабочую нить, вывели. И таким образом, да, теперь мы никакую там стенку задней петли, ничего не захватываем, просто идем в раскол, петельки делаем. Вот. Значит, таким образом вяжем, соединение делаем, как я вам показала. Значит, еще раз сейчас покажу соединение. Либо вы вернетесь в видео, посмотрите, да. Лучше, наверное, вернетесь, если что, посмотрите, как делать соединение еще раз. И теперь я свяжу на ту высоту, которая мне нужна. Сейчас скажу, сколько нужно вам рядов связать. Либо вы уже на свое усмотрение вяжете, сколько рядов. И потом я вам покажу, как закрыть последнюю петлю. Так, значит, мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Теперь нам нужно сделать красивое завершение нашей корзины.
закрытие последней петли. Значит, вот у нас подошли мы к соединению, да, к стыку. Опять же, проверьте, чтобы у вас было вот такое соединение. Не знаю, будет видно, не видно. На самом деле шовчика вот здесь вот идет шов. Его не сильно видно, абсолютно. Он очень аккуратный. Проверьте, чтобы у вас все аккуратно было. Вот, значит, мы сейчас с вами отрезаем нить, ну где-то вот столько. Отрезали. И будем с вами делать завершение. Значит, вводим под первую петельку. Так, сначала хвостик туда, под первую петельку. Вынули наш хвостик. Теперь под вот эту косичку ввели. И нам нужно сделать имитацию, да? Имитацию такой же косички, вот как вверху у нас идет. И значит, нам нужно сейчас крючок вставить. Вот смотрите, видите, у нас идет стенка задняя, да? Мы под нее и в серединку косички захватываем и выводим. Так, плохо захватилось. Так, вот, вывели. И здесь мы разравниваем. Вот. И абсолютно ничего не видно. То есть у нас точно такая же косичка получилась. И теперь мы с вами прячем вот этот хвостик. Мы идем так же, как и делали в нашем донышке, да, прятали. Также вот в ближайшее мы прячем. Но опять же, я сейчас показываю крючком, удобнее это делать трикотажной нитью. Так, значит, захватили, и можно идти вниз можно. Как только вы спрячете, просто потом подрежете ниточку, и все. И сейчас будем с вами вязать крышку. Так, значит, теперь вяжем крышку таким же образом, как и дно. Делаем кольцо, да, амигуруми. Под первую заводим, захватываем вторую, петелька, берем рабочую нить, делаем первый столбик. И так же самое вяжем 6 таких столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Значит, смотрите, сейчас я провяжу так же, как мы с вами вязали дно. Посмотрите, значит, начало ролика, да, только сильно серединку не затягивайте, потому что нам нужно будет сделать хвостик, чтобы можно было держать. Поэтому сильно не затягивайте и вяжите также 3 ряда. Значит, мы с вами провязали, да, 3 ряда. Я немножечко уже придала форму, да, ну, в принципе, она вот такая была, да, немножко я подогнула. Вот, ну, можно этого пока не делать, попозже сделать. Теперь, помните, как мы переходили к вам с вами к стенкам, да? Теперь мы будем делать обвязку. К стенкам нам не нужно переходить, да, вот здесь мы закончили. Теперь вставляем
Вот у нас идут косички, да, мы вставляли вот с этой стороны, будем теперь вставлять с этой стороны, да, захватывать рабочую нить. Вот мы вывели и сразу в эту петельку. Так, теперь так же само в следующую, вывели, в следующую. Вот, и таким образом мы обвязываем нашу крышечку. Такой косичкой так обвязывают корзинки, когда делают завершение. Но я не обвязываю маленькие корзинки, потому что они смотрятся достаточно грубо тогда. Вот. Ну, смотрю, конечно, визуально, как мне больше нравится, так, в принципе, и делаю. Ну, такую маленькую корзинку я не делаю обвязку, это называется тамбурный шов, я его не делаю. Вот. Крышечку обвязываю, она лучше тогда смотрится. Вот. И таким образом мы по периметру делаем с вами обвязку. Вот. Сейчас ее обвяжем, крышечку. И будем с вами делать такую пимпочку, да, за которую нужно, за которую будет браться. Так. Значит, теперь мы с вами немножко это оставим. Смотрите, вот так вот подгибаем, да, придаем форму ручками теперь. Сейчас все делаем руками, придали форму. Вот так вот. И помните, я здесь вам говорила оставить дырочку, да, сильно не затягивать. Вот, для чего это нужно? Значит, мы сейчас от мотка берем другой хвостик, да, то есть я брала из серединки, теперь вот отсюда беру. И будем набирать воздушные петли. Сейчас посмотрим сколько, ну лучше крючком 7, ну можно и 8. Смотрите, какой у вас есть, можно и 8. Вот. Значит, теперь мы с вами наберем 6, сейчас посмотрим сколько, скорее всего 6 воздушных петель. Так, значит, мы вот так вот обернули пальчик, обернули и подвели вот сюда вот так вот серединочку. И здесь затянули. Получается у нас первый столбик такой. Давайте еще раз покажу. Мне просто нравится и так удобно. Так делаю. Значит, обернули пальчик, сделали нахлест. Теперь его сняли. И вот этот нахлест, да, в серединку. И вот эту серединку ее схватили. И здесь подзатянули. И таким образом пошли вязать цепочку из воздушных петель. Значит, раз, два, 3, 4. Все, 4 даже достаточно. Ну, вы смотрите, сколько вам кажется, что лучше, да, но сейчас я еще раз посмотрю. 4 достаточно мне будет точно. Значит, теперь убираем крючок, здесь обрезаем, кончик наш выводим, подтягиваем. Вот у нас получается косичка, вот такая. Мы с той стороны, с изнанки, хватаем одну, выводим, хватаем, теперь опять крючок засовываем, хватаем другую и выводим. Вот так вот. Здесь немножко подтягиваем,
Так, тянем. Вот так вот. И здесь я делаю узелок. Сделала такой узелок. И теперь буду вот эти все кончики, вот у нас их уже 3, я их сейчас буду по периметру прятать, куда меньше всего видно. Вот, в общем, давайте прятать кончики все, и с вами встречаемся, будем обвязывать, делать крышечку, вшивать в нашу корзинку. Значит, я сейчас померила крышечку, чтобы она подходила. Я отрезала нить, вставляю сюда, вывела ее на лицо, вставляю в трикотажную иглу и будем имитировать сейчас соединение. Мы должны под, вот как у нас идут здесь вот 2, да, мы вот сюда должны сейчас вывести наше вязание. Вот так. Угу. И теперь будем с вами пришивать. Вот, в принципе, здесь все аккуратно. Пришиваю я немножко, шов убираю в бок, потому что будет открываться крышка, чтобы здесь шва не было. Как мы пришиваем? Значит, теперь мы под косичку, точнее в косичку вводим и захватываем столбик, который у нас идет вот здесь вот, и выводим нить. Так, буквально несколько стежочков я таких сделаю. Теперь в следующую, да, и опять захватываем следующую, так ввели внутрь и в эту косичку. Так, немножко не туда вывела, вот в косичку и выводим. Даже большой хвостик сделала. Так. Подтянули, чтобы вот здесь вот было аккуратно. Теперь опять в косичку и захватили эту косичку, серединку вывели. Так. В косичку, в эту серединочку. Вывели. Подтянули. Придали форму нашей крышечки. Вот, получается 4 петельки мы захватили. Можно даже, наверное, еще одну. Давайте еще одну захватим. Захватим и выведем. Вот, захватим вот заднюю петлю, заднюю стенку петли, точнее, и выведем уже вовнутрь. В принципе, это все можно сделать крючком, но это сложнее. Так, и теперь будем кончик этот прятать. Я его сейчас подрежу, потому что он мне такой огромный не нужен. Подрежу и вот эту нить буду сейчас прятать. Так же само по стенкам, вниз, вниз, вниз. Я сейчас вот эту
ниточку я спрячу. Что я хотела сказать? Так, сейчас я смотрю, что получилось. Так, значит, у меня есть, я буду потом эту корзиночку пропаривать. У меня есть такая форма. Вот, я ее вставляю. Бутылочка такая. Пропариваю, все выравниваю. И она вот в такой вот форме стоит у меня, сохнет. Как только она высохнет, я, соответственно, это все убираю. Вот. И, в принципе, корзинка очень будет, примет ту форму, которая мне нужна. Вот. И все петельки расправятся. В принципе, все. Сейчас буду прятать. Вы тоже этот кончик прячьте.